Арктическая бригада ВС РФ переброшена в Беларусь, для чего Москва отправила одно из элитных военных формирований в соседнюю республику. Путин попал под обстрел в 50 километрах от украинской границы. Заявление из Москвы. Трамп игнорирует удары России по Украине и Украины по России. Пишет об атаке Лебедя. Провал американского президента – топ-тема в западных медиа. Захват Львова и фактически всей страны. В Кремле выпустили измененную карту Украины. Чей план и когда собираются воплотить в реальность? Хватит ли сил? Германия меняет правила для беженцев. В Минобороны РФ заявляют о завершении операции. Казахстан накрывает масштабный шторм, а в Австралии обсуждают нападение кенгуру на местных жителей. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Россия перебросила в Беларусь одно из своих элитных военных формирований – 200-ю мотострелковую Печенскую бригаду. Именно эту бригаду Кремль неоднократно использовал для выполнения приоритетных задач. В частности, ее офицеров командировали в Сирию для помощи президенту Башару Асаду сохранить власть. А в 2014 году Печенская бригада тайно участвовала в боях на территории Донецкой и Луганской областей Украины. После начала Большой войны в феврале 2022 года военные 200-й бригады одни из первых пересекли украинскую границу. Однако, штурмуя Харьков, бригада понесла большие потери. Почти вся бронетехника формирования в настоящее время тоже в Беларуси. Они уже отправляли машины на такие большие расстояния. Это произошло перед крупными учениями на юге России летом 2021 года. Затем технику отправили из Мурманской области. То же самое произошло с началом полномасштабного вторжения в Украину. Возможно, они готовятся к учениям «Запад-2025», которые будут совместными для Беларуси и России. Поэтому, если их техника была в Минске на параде 9 мая, я думаю, она может остаться в этом районе. Напомню, что буквально месяц назад Зеленский предположил, что масштабные военные учения России и Беларуси «Запад-2025» — это всего лишь прикрытие. Именно так, по его словам, Кремль может готовиться к новым атакам. Цитирую Зеленского. Но куда на этот раз, я не знаю. Украина, Литва, Польша, не дай бог. Но мы все должны быть готовы. Конец цитаты. Западные военные аналитики высказывали мнение, что переброска 200-й бригады может быть демонстрацией силы и усилением давления на Украину и Запад. Однако, по мнению экспертов, вероятность прямого участия, в частности, белорусской армии в войне, остается низкой. В США заговорили о смерти Путина. Бывший офицер американской разведки считает, что Путин может закончить как Гитлер. Большое интервью об уязвимостях Кремля тиражируют западные медиа. Издание The Sun со ссылкой на эксперта по безопасности и бывшего шпиона Америки Дэвида Карстенса пишет: «Сейчас Путин чувствует себя окрыленным из-за отсутствия долгосрочной приверженности США поддержке Украины. Кроме того, он видит некоторые трещины в позиции Европейского Союза. Несмотря на это, Карстенс считает, что 2025 год может стать тяжелым не только для Украины, но и для России, ведь войска не бесконечный ресурс. Вторая проблема – это экономика, которая может пошатнуться, если произойдет резкое падение цен на топливо. Третьей угрозой бывший разведчик считает потерю доверия со стороны приближенных Путина. И четвертое, самое главное, звучит так. Я должен обратиться к истории, чтобы назвать четвертую угрозу для Путина. Я не думаю, что Путин изучал историю, когда речь идет о чрезмерном расширении. Российские войска невероятно растянуты в Украине. И это тот же самый тип чрезмерного расширения, который в конечном итоге победил Гитлера в его завоевании Европы. Я думаю, что Путин попал в ту же ловушку, увяз в конфликте, который он не может поддерживать, и это тоже часть его ахиллесовой пяты. Тем временем в России заявляют, риски реальны. Путин фактически попал под обстрел. Его собирались убить дронами. По заявлениям российской стороны, все произошло на прошлой неделе, когда Путин находился лишь в нескольких десятках километров от российско-украинской границы, прилетев в Курск. Его вертолет, как утверждают в Москве, оказался в зоне боевых действий и фактически мог стать легкой целью. Но беспилотники, а их было также несколько десятков, и все они летели на регион, были сбиты. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена.
Атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены. Но не все цели удается поразить как России, так и Украине в последние дни. Москва и Киев 3 дня подряд обмениваются ударами. Эта ночь не стала исключением. Речь о комбинированных и параллельных атаках. ВСУ прокладывают путь на Москву, и дроны во многих случаях долетают до Московской области, а также поражают объекты в других регионах РФ. Россия также бьет по Украине, но уже не только дронами, а баллистикой и крылатыми ракетами. При этом воды в рот набрал Трамп, президент голубь мира, который так мечтал примирить Путина и Зеленского еще до своего прихода в Белый дом, теперь молчит. The Guardian пишет, что его молчание лишь подчеркивает его же провал. После двухчасового разговора Трампа с Путиным в прошлый понедельник российский лидер ясно дал понять свое пренебрежение. В то время как агентство военной разведки США предсказало, что Москва продолжит боевые действия в течение этого года. После этого разговора Путин распорядился о создании буферной зоны безопасности вдоль восточной границы Украины. У Трампа, судя по его странице в соцсетях, другие проблемы. Он пишет совсем о другой атаке, об атаке Лебедя на его друга. Вот что постил американский президент в то время, как Россия и Украина обменивались ударами. «Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере». Накануне единственный, кто высказался о боевых действиях, стал спецпосланник Трампа по Украине Келлог. Он призвал остановить огонь. Это Киев. Беспорядочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, предназначенных для защиты невинных. Эти нападения позорны. Прекратите убийство. Немедленное прекращение огня. Более смелыми или, во всяком случае, не молчащими стали представители ЕС. В МИД Эстонии заявили, что есть все рычаги для того, чтобы остановить Путина. Еще одна ночь, когда Россия демонстрирует свою неизменную цель стереть Украину с лица земли с помощью роев дронов и ракет, включая баллистические. Путин будет продолжать это, пока давление не станет невыносимым. В наших руках заставить его остановиться. С подобным заявлением выступила и заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас. Она тоже считает, что международное давление на Россию необходимо для остановки войны. При этом Медведев считает, что это Европейскому Союзу и США необходимо остановиться. И если те того не сделают, то, как считает Медведев, от Украины останется лишь маленькая западная часть, которая будет буферной зоной. Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так. На фоне этого поста Медведева Россия заявляет об атаке на свою территорию, в частности на российское посольство в Швеции. Там говорят об ударе с беспилотника. Взрыва не было, лишь атака банкой с краской. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям. В посольстве РФ потребовали остановить такой красочный террор и обеспечить безопасность дипмиссии. Друзья, согласны ли вы с заявлением бывшего американского разведчика, которые касались уязвимости Путина? Что думаете о реакции Трампа на обстрелы, а точнее об ее отсутствии, а также о заявлении Дашкина, который рассказал, как вертолет Путина был целью для дронов? Напишите свое мнение традиционно в комментариях под этим видео. Ваши ответы покажу в следующем выпуске. Спецоперация по обмену пленными завершена. Россия и Украина выполнили договоренности. Накануне Киев вернул из российского плена еще 303 военных. Это представители Нацгвардии, спецслужбы транспорта и пограничники, написал в Телеграм Зеленский. Многие военные говорят, что готовы снова вернуться в строй и пойти с оружием против России. Мы вернулись, и мы не дадим, чтобы зашли в Киев наши враги. Ми не допустимо цього. Слава Україні! Героям слава! Мы все равно вернемся туда же и снова встанем в ряд. Возьмем оружие в руки и будем защищать нашу родину Украину. Не дадим тем иначе не могу сказать, чтобы они шли и уничтожали нашу землю, наших детей, родных, близких. Смерть ворогам! Столько же военнопленных Украина вернула и России. В первые часы представители ВС РФ находились в Беларуси, где, как заявляют в Минобороны РФ, им оказывалась необходимая психологическая и медпомощь. О завершении этой операции по обмену 1000 на 1000 отчитался зам Белоусова генерал Фомин. Его прямая речь далее. Договоренности
достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме. Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса. Как считаете, должны ли бывшие военнопленные вновь возвращаться на линию фронта? Напишите свои мысли по этому поводу также под этим видео. Германия закрывает границы. Берлин не намерен принимать мигрантов. ФРГ намерены приостановить на 2 года воссоединение семей беженцев. Об этом, ссылаясь на слова министра внутренних дел страны Александра Добринта, сообщает Бильд. Уже на этой неделе Добринт планирует представить соответствующий законопроект в кабинете министров. Воссоединение семей для лиц с субсидиарной защитой приостанавливается. До сих пор 1000 человек в месяц могла переезжать в Германию. С этим теперь покончено. Мы должны значительно уменьшить факторы, делающие Германию привлекательной для переезда. Этим мы демонстрируем. Миграционная политика в Германии изменилась. С 2018 года в Германию могли переехать близкие родственники лиц, получивших субсидиарную защиту, то есть супруги и несовершеннолетние дети лиц, которые не получили статус беженца, но которых нельзя депортировать в их страны по гуманитарным соображениям. В прошлом году визы получили около 12 тысяч родственников лиц, имеющих право на защиту. В основном это граждане Сирии и Афганистана. Теперь исключения будут только для особо тяжелых случаев. Казахстан накрывает шторм века, под ударом 17 областей. Синоптики Казгидромета предупреждают о резком ухудшении погоды. Будут снег и заморозки, ветер, который сносит с ног, град, а также пыльные бури. Во всех регионах страны, а также в Астане и Алматы уже объявлено штормовое предупреждение. В частности, все прелести зимы 26 мая ощутят жители севера и центра Казахстана. Там температура воздуха упадет местами до -2 градусов Цельсия, пойдет снег. На юге и юго-востоке ожидаются грозы, порывы ветра до 28 метров в секунду. На Алматы и Талдыкарган обрушатся ливни с градом. К пыльной буре стоит подготовиться жителям Жамбылской области. Если стихия разбушевалась, лучше не выходить на улицу, рекомендует Казгидромет, и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Боксерский подводный поединок с кенгуру. В Австралии, которая сейчас страдает от наводнения, произошел необычный инцидент. Кенгуру побил мужчину и чуть не утопил его, затянув в паводковые воды. Все это видели местные жители. Кристи Лис с супругом, пишет ABC News. Люди были в машине. Женщина рассказала, что несколькими минутами ранее мужчина, которого нокаутировал сумчатый зверь, предупредил ее об огромном кенгуру. Дескать, животное бродит в окрестностях и лучше не попадаться ему на глаза. Неизвестно, чем бы закончился этот бой, если бы австралийцы не кинулись на помощь мужчине. Кенгуру, увидев приближающееся авто, убежал. Позже пострадавший признался, что уже не первый раз страдает от австралийской дикой природы. Год назад он пережил нападение большой белой акулы. Гордость Ким Чен Ына уходит на дно. В КНДР одна из важных тем – потеря эсминца. По приказу Ына уже арестованы 3 сотрудника судоверфи в городе Чхонджине, в том числе главный инженер. Совсем недавно в КНДР торжественно опускали на воду новейший военный эсминец водоизмещением 5000 тонн. На церемонии присутствовал Ким Чен Ын, но судно, не успев отойти от причала, опрокинулось на бок и начало тонуть. Как пишут северокорейские СМИ, Ким Чен Ын назвал произошедшее преступным актом инженеров и приказал в ближайшие недели восстановить корабль. В Пхеньяне заявляют, что авария произошла из-за потери равновесия во время спуска судна на воду. Днище военного корабля частично повреждено. Пока и что эсминец не подняли на сушу, а просто прикрыли синим брезентом. Это видно по спутниковым снимкам. Инцидент произошел всего через месяц после презентации этого эсминца. Его построили в Северной Корее, что делает текущую неудачу особенно чувствительной для режима, который стремится продемонстрировать свои военно-морские возможности. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!